Тао – путь вознесения. Грезы и намерения. Мы видим, что существует недопонимание некоторых аспектов относительно того, что такое грезы и намерения. Что такое намерение? Намерение – это внутреннее решение, проект, фокус, точка приложения внимания, воли и усилий, ориентир направления энергии, с целью создания опыта, в рамках определенной реальности. Что же такое греза? Вся жизнь на Земле – это живая греза. Греза – разворот событий на различных планах реальности, созидательный акт творения. По сути и проще говоря, это процесс реализации намерения на планах реальности. Аналогию грезы можно представить как процесс кинопроизводства, но в отличие от ваших голливудских кинофильмов, все авторские права на фильм, который крутится в вашей голове, принадлежат вам. Проще говоря, в своей жизни человек проживает то кино, которое крутится у него в голове, в его кинопроекторе. Греза – ваша проекция, вещание вашего собственного кинофильма на экран физического плана. Это вещание кинофильма, передача, видение, изображение событий на экран планов реальности, стремящиеся к полному, завершенному развороту картины, скомпонованной во множестве деталей. Примером таких проекций может служить написание книг, изображение картин, скульптур, фильмов, фотографий, сферы моделирования предметов быта и одежды, а также ваше отражение в зеркале. Внешняя реальность – это отражение, или зеркало реальности внутренней. В основе всего этого лежит решение, замысел, намерение. Греза находится позади шеи и выглядит как яйцеобразная голограмма. Эта голограмма включает в себя множество голограмм, представляющих собой сценарий мини-фильмов, кадры того, что человек хотел бы манифестировать в своем жизненном проявлении. Сценарий включает в себя описание всего происходящего в кадре, персонажи, локации, диалоги, сопровождение. Итогом всей работы над сценарием этого произведения станет большой документ, в котором подробно расписано, что, как и почему произойдет. Это план предстоящего разворота грезы. Если человек достиг уровня 3000 единиц, он может начать просматривать кадры из сцены, присутствующие в его грезе, подобно тому, как он это делает, сидя в кинотеатре. Закройте глаза и представьте перед собой экран. Теперь попросите, чтобы проявились друг за другом грезы, находящиеся в вашей голограмме. Если греза непривлекательна, вы можете отредактировать ее при помощи сознательного намерения. В этом состоит дар одновременно быть грезящим и грезой. Если греза содержит аспект вероятности, который не устраивает, человек может полностью его аннулировать, или изменить конечный результат по своему желанию. Однако поймите, что грезами могут манипулировать и другие. Грезы могут сплетаться с чужими, бессознательно передаваться, разрушаться и лишаться энергии. Кроме того, ваши собственные бессознательные мыслеформы и карма могут вызвать манифестацию грезы, отличающейся от вашего начального представления. Как реализуется греза? Сначала человек изъявляет намерение того, манифестацию чего желает. Намерение принимается Солнцем и возвращается назад в окружающую Землю планы сновидения, куда входят 7 планов, по которым грезы спускаются в форму. Этот процесс опускания именуется также проецированием. Проецирование создает грезу позади шеи. В момент, когда человек выражает то или иное намерение, должно произойти изменение в обеих грезах,
в планах сновидения и грезе, находящейся позади шеи, выражающейся в новой или отредактированной голограмме. Греза позади шеи, как магнит, ведет соответствующую грезу вниз, по 7 планам, пока она не станет физической. В целом, на уровне 3000 единиц проходит от 8 до 12 месяцев до опускания грезы по 7 планам на физический план, с момента изъявления намерения. Чем выше возносится человек, тем больше ускоряется этот процесс. У посвященных высокого уровня, процесс манифестации занимает 24 часа, что дает им возможность за короткое время редактировать или изменять ситуацию, как то необходимо для гарантии успешного вознесения и проведения мероприятий. Важно сознавать, что после вмещения 3000 единиц человек может манифестировать любое свое намерение. Однако эти намерения могут быть объектом возможных воздействий, а также мыслеформы и кармы, которые могут повлиять на конечный результат. Поэтому посвящаемые должны научиться следить за опусканием грезы по планам и каким-либо образом давать возможность высвобождаться мыслеформе и карме, которые могли бы исказить грезу прежде, чем она проявится на физике. В этом случае греза, которую человек проживает, может больше соответствовать его изначальному намерению. Вы являетесь Творцом, грезящим, и грезой. Каждое существо, и в том числе человек, имеет свою специфическую грезу, чтобы осуществить ее как восходящее существо. Каждая греза несет в себе определенную истину, чтобы выразить ее в жизненных реалиях. Никакие две грезы, никакие два пути, даже у людей с одинаковой наследственностью или родословной, никогда не будут одинаковыми. При выражении намерения жить только собственной грезой и собственной индивидуальной истиной, каждый найдет суверенитет на пути вознесения. Когда человек начинает понимать истину вопроса, для него становится возможным ткать грезу, которую он желает манифестировать на физическом плане. Для некоторых, грезой может быть переезд в то место, которое будет питать дальнейшее восхождение, или развитие любимого занятия, и одновременно с этим поддержание себя, или появление в своей жизни возлюбленного, или появление ребенка, или внесение своего вклада в восхождение человечества через распространение информации о вознесении, просветительской работы, или музыку, театр или танцы, или сотворение возносящейся самоподдерживающейся общины. Когда начинает светить внутренняя истина, у вас будет появляться более ясное сознание, каким образом вы желаете взаимодействовать в реалиях жизни, а затем, соответственно этому, ткать собственную грезу. На планах сновидения произошли многочисленные модификации, которые позволяют восходящим людям предвидеть грезу, а затем жить, чтобы испытать ее, если сильно этого желают. Однако прежде чем разовьется эта способность, ваше поле сознания должно стать целостным и достаточно прозрачным, очищенным, чтобы знать, что представляет собой ваша истина, а затем грезить и ткать грезу, которая основана на вашей истине в действии. Как очищать поле? Возноситься, не переплетая себя с окружающими вас людьми или вещами, и не создавая привязанности, которая вызывает в поле искажения или туман. Поскольку в процессе освобождения от привязанности поле очищается, то в этом случае становится возможным видеть истину и становиться грезящим и грезой. При восприятии истины возможно принятие мер, в основе которых лежит истина, а не искажение. Когда поле и формы возносятся, происходит постепенное высвобождение привязанности к другим людям, именам, внешности, работе, профессии и собственности. Поскольку привязанность высвобождается,
Посвященный прекращает смешивать свою энергию с энергией других и раскрывает собственную истину в собственных реалиях жизни, или в тех случаях, когда касается какого-либо вопроса. Истина не может быть осознана при наличии привязанности, ибо смешивание энергии искажает истину. Как только смешивание начинает сходить на нет, все меньше и меньше присутствуя в поле и ауры, человек открывает для себя, кем он в действительности является, и что желает сделать в остальное время данной восходящей жизни. Очищение происходит, когда позволяется происходить существенным изменениям, которые порождают высвобождение привязанности, будь ли это переезд, расторжение брака, отделение, изменение места работы или профессии, уход из семьи на собственный суверенный путь, и так далее. Всякий раз, когда вы позволяете изменения, привязанность высвобождается, и в результате вы обретаете большее понимание того, какова ваша истина, каков ваш путь, какова ваша греза. А далее, уже исходя из собственного понимания истины, можно ткать грезу для нового завтра, обращаясь к Матери-Земле, осуществить цель своей души, согласованную с благословением своего жизненного опыта, что выстраивается грезой, в основе которой лежит собственная истина. Каким образом восходящий захватывает грезу, которую желает проживать? Грезы – это голографические кинофильмы, которые сначала должны быть представлены в сознании, а далее переданы к Солнцу. Прежде чем стать физическими, грезы спускаются по 7 планам реальности. Затем, Солнце возвращает желанную грезу на ближайший к нему из 7 планов манифестации. Можно рассмотреть проецирование на этом плане и сделать изменения, или редактирование, как вы того желаете. И когда вы продолжаете выражать намерение для грезы, она переходит на следующий план, по вибрации, расположенный ближе к физическому. Здесь можно снова просматривать грезу, вносить изменения, выражать намерение для этого, и тогда она перейдет до следующего нисходящего плана манифестации. Когда же греза дойдет до последнего плана, расположенного по вибрации перед физическим, у вас будет последняя возможность внести изменения, и после этого греза становится физической, и вы живете, чтобы испытать ее сценарий в настоящем времени. При 2 единицах ДНК требуется около 8 лет, чтобы притягивать любую отдельно взятую грезу по каждому из 7 планов манифестации, пока она не произойдет на физическом плане. Именно поэтому люди часто испытывают жизненные перемены в 8-летних циклах, поскольку все это было 8 лет назад, когда каждый передал намерение к Солнцу. Почему? Причина этого в том, что огромное количество жизненной грезы существует в бессознательном. Человеческая жизненная греза фрагментирована так же, как и его поле сознания. И это значит, что человечество большую часть своей жизни проживает в бессознательном, что также означает отсутствие биологического осознания, или информированности, осознанности. Большинство людей с 2 цепочками ДНК пребывает в состоянии бессознательности, беспорядочного внутреннего диалога, бесконтрольного ментального монолога, управляемого стереотипами неосознанных реакций и действий, и часто бывает так, что когда их грезы сходят на физический план, такие люди могут быть обескуражены текущим разворотом событий, поскольку не понимают причин и не помнят обстоятельства 8-летней давности, захватившие данные события в их физическую реальность. А все дело в том, что 8 лет назад человек бессознательно охватывал данную грезу, а спустя 8 лет об этом благополучно забыл, так как эта греза была бессознательной. Чаще всего, человек не помнит многие из эмоциональных ран, спрессованных в бессознательное, откуда далее они и разыгрываются в жизни.
Человеческая память заблокирована множеством механизмов, стереотипами, ложными представлениями и концепциями, навязанными нам в детстве институтами детских садов, школ, университетов, религиями, социумом, средствами массового потребления, отвлечения, отравления разума и тонких тел, развлечениями, телевидением, алкоголем, наркотиками, поеданием плоти. Вся жизнь человека, с детства до старости, это путь в забытие, путь в зазеркалье. Мы можем множество раз указывать пальцем на другого, утверждая, что не виноваты, тогда как, фактически, более чем вероятно, что у нас есть собственные бессознательные раны, которые мы не желаем исцелять. Жизнь при 2 единицах ДНК чрезвычайно ограничена и механизирована. Механизированная природа человеческой грезы, и то, каким образом такая греза передается от поколения к поколению, часто приводит человека к проживанию грезы, не дающей ему чувства полной самореализации, ибо каждый осуществляет в реалиях жизни грезу своих родителей, или бабушки и дедушки, а не собственную грезу. С такими короткими циклами перевоплощения, и тем, насколько фрагментированные грезы при 2 единицах ДНК, зачастую случалось так, что грезы, желанные в одной жизни, переносились на будущие поколения. Подобное имеет место, когда желаемая конкретным человеком греза настолько отличается от его генетического программирования, что ей не удается достигать физического плана, и вместо этого манифестация идет в параллельной жизни, в бессознательном. Существует лишь небольшое количество грез, которые могут быть захвачены полем, порожденным 2 единицами информации ДНК. Поэтому большинство грез, которые человек хотел бы сотворить, не может быть реализовано на этой вибрации. Это приводит к подавляющему числу несчастных и неудовлетворенных людей, являющих собой отражение вашей текущей цивилизации. Также может быть, что на физическом плане будет реализована только часть грезы. При 2 единицах ДНК бессознательное захватывает более чем 80% жизненной грезы человека. Это означает, что только 20% грезы будет выражено на физическом плане. Именно по этой причине людям также тяжело охватывать изменения, ибо изменения требуют большой текучести, но таковая не может существовать в грезе, когда она настолько жестко и ограничена. Бессознательная, или неосознанная части самого себя, стала таковым в результате многих падений вибраций предыдущих поколений человечества. Каждое понижение частот вибрации сознания вызывало фрагментацию его полей, что вызвало отделение части поля с сознательных планов в бессознательные. Человеческая жизненная греза столь же фрагментирована, как и ДНК. А фрагментация, в свою очередь, создает в жизни человека так называемую ложную стабильность, то есть полное отсутствие изменений, или же в противовес этому, постоянные радикальные болезненные изменения, которые могут происходить за короткий промежуток времени. По этой причине, вся история человечества наполнена болезненными, радикальными переменами. Чтобы стимулировать какое-нибудь основное изменение в данных условиях, необходимо массовые потрясения, поскольку текучесть для создания постепенного изменения или плавного развития событий была расколота, отделена и выделена, вымещена в бессознательное. В человеческой истории это приводило к бунтам, мятежам, повстанческим движениям, одному восстанию за другим, с целью свергнуть руководство деспотического характера. Сейчас по всему миру начинают разворачиваться схожие драмы и травмы, вследствие того, что людям крайне сложно менять самих себя. Также обстоит дело и на личном уровне. Некоторые люди изменяются довольно легко, так как их сознание достаточно динамично,
и обладает качеством текучести, вызывающей в течение жизни постоянные изменения. Однако большинство людей желает стабильности, или другими словами, ежедневной механизации собственной жизни, и поэтому некоторые люди совершенно не могут принять изменения в свою жизнь, даже когда изменения становятся предпосылкой для будущего вознесения. С вмещением каждого фрагмента, страх, удерживаемый в чьем-либо поле, растворяется вибрациями прощения, сострадания, единства и любви. И человеческое сознание может осуществлять грезу через сознательные намерения. Восходящие люди, достигающие вибрации 1024 уровня посвящений, притянут грезу по 7 планам манифестации за 3-летний период вместо 8 лет. Причина этого в том, что, чем больше энергии каждый имеет в наличии, тем быстрее может произойти процесс манифестации, и у каждого с 1024 единицами есть гораздо больше доступного энергетического потенциала, чем при 2 единицах ДНК. Для тех, кто достигает вибрации 3000 единиц, греза пройдет по всем 7 планам манифестации за 12 месяцев, или меньше. Жизнь с 3000 единиц будет существенно полнее и более обильной по сравнению с теми, которые остаются ниже этого вибрационного диапазона. Это обусловлено количеством грезы, которую можно захватывать, а потом жить, чтобы испытать таковую как вещаемую от Солнца. Можно также учиться сознательно отслеживать грезу, выражая желаемые вами намерения, и далее живя, чтобы испытать желанный результат на физическом плане. Восхождение к 3000 обеспечит восходящему манифестацию на физическом плане 50% от всей грезы, как идущего от Солнца энергоинформационного потока. Восхождение к 6000 предусматривает схождение на физический план 75% от всей грезы. Для тех, кто достиг 6000 и достиг вибрации уровня бодхисаттвы, грезы проявятся менее чем в 6-месячный период. При 6000 единицах восходящий человек захватывает 86% от своей полной грезы, тем самым обеспечивая в выражении своей жизни еще меньшие ограничения. Восхождение выше 9000 уровня обеспечивает почти 100% манифестации всей грезы на физическом плане в 3-месячный период, и менее. И чем более полна греза, тем больше чувства внутренней целостности и осуществления. Ну а для тех, кто продолжает продвигаться дальше этого уровня, манифестация грез происходит еще быстрее. По этой причине, пристальное внимание к своей грезе и работа над ней далее становятся все более и более первостепенными, с тем, чтобы возноситься и не допускать манифестации кармического искажения. 7 планов манифестации поддержаны в собственном поле, благодаря большим чакрам, создающим мировое поле. После того, как имело место полное владение посвящением 3000, у каждого человека имеются собственные планы манифестации, в рамках собственного поля. Человеческое сознание может руководить душами, ведущими вознесение, с тем, чтобы направлять действия ангелов через сознательные намерения. Можно также вести перекрестную проверку, выстроены ли планы в пределах энергетического поля должным образом, или же они были каким-либо образом повреждены. Иногда, во время кармических ударов между сторонами, планы манифестации подвергаются разрушению. Нередко, когда греза была передана с собственных планов манифестации другому, собственные планы подверглись искажению или расколу. Намерение заново ткать свои планы манифестации, когда карма высвобождается, достаточно,
чтобы восстанавливать планы манифестации такими, чтобы они могли должным образом удерживать грезу, которую вы стремитесь манифестировать с достаточной страстью, чтобы адресовать ее на физический план. Ангелы и девы, связанные с вашим вознесением, управляют повторным тканием вашего поля. Душа руководит ангелами, чтобы управлять полем и заново ткать энергетическую решетку, эфирное тело, тонкие тела, чакры и тело света, в соответствии с предписаниями восходящей генетической светокопии. Иногда может случаться так, что в кармическом столкновении восходящий человек фактически теряет свою руководящую вознесением душу или ангелов. Если такое случилось, то вы можете просматривать, отслеживать их наличие или отсутствие, или ясновидением, или внутренним тестом, или маятником. В таком случае, можно высвобождать карму с человеком, стоящим в причине, а затем восстанавливать душу и ангелов. В том случае, когда изо дня в день не удается заново ткать поле, или планы манифестации, даже если вы выражаете к этому намерение, это сильный знак того, что имела место утрата смотрящих за вашим восхождением душ или ангелов. Если кто-то в течение длительного промежутка времени лишен руководящей восхождением души и ангелов, то он начнет в своем вознесении откатываться назад, так как больше нет никакой наблюдающей за полем, сознательной нефизической силы. Поэтому, ежедневная проверка присутствия вашей души и ангелов, руководящих вашим вознесением, является важной практикой вознесения. К тому же это учит посвященных сознательно управлять своим восхождением с физического плана. Восходящему человеку нет надобности испытывать искажения. В целях предотвращения искажения манифестации, можно выражать намерение очищать карму, сжигая бессознательные соглашения, и прощая давние наследственные события, или передающиеся по роду болезненные переживания, в связи с теми или иными обстоятельствами, аннулируя манифестацию кармического обстоятельства на физическом плане. Учитесь внимательно прослеживать сходящую на физический план грезу, и избегать любого потенциального искажения. Не следует дожидаться, когда искаженная манифестация развернется на физике, а вовремя устремляется высвобождать, или возвращать карму, и трансмутировать мыслеформу. В процессе вознесения, это требует особой концентрации, ибо необходимо вовремя осознавать сходящие на физический план потенциальные проблемы, и вместо того, чтобы позволять им манифестироваться, заранее их преодолевать. Для Матери Земли как согласованной реальности, дело обстоит точно так же. Земля хочет выйти за пределы любого потенциального искажения, которое могло бы привести к неудавшейся возможности будущего вознесения. Поэтому, Земля концентрировалась на карме войн, когда вырисовывалась потенциальная ядерная война, которая могла бы произойти, приводя к Третьей мировой войне и ядерному уничтожению. Предоставляемые материалы вознесения помогают доводить до сознания других людей уроки, изучаемые через все виды жизни на Земле, чтобы засвидетельствовать таковые. Для того, чтобы сознательно управлять своей грезой, требуется обращать внимание на ту грезу, которая проигрывается на планах сновидения, и исходит на физический план. Человеческий мозг гораздо менее приспособлен управлять такой вещью так, как когда-то это делали ваши человеческие предки, великие мастера. У великих мастеров была большая голова и биологическое сознание, замещавшие собой самого великого ученого, музыканта, поэта, художника или математика, инкарнировавших в человеческой форме с того времени. И несмотря на все это, повседневная концентрация великого мастера,
не имела никакого отношения к светской жизни, она была исключительно духовной. Поэтому, большая часть внимания уделялась обслуживанию и поддержанию мыслеформы таким образом, чтобы исходящая на физический план греза, как порождение жизненных реалий, сохраняла в себе единство, гармонию и радость. Недостаток гармонии мира в жизни человека выражен в отсутствии акцентированного внимания на этом, поскольку на поддержание мыслеформы единства, гармонии и почитания не уделяется достаточно внимания. Увы, кое-что произошло не так, как надо, и все великие мастера умерли за короткий период. Их быстрая смерть определена как произошедшая по нефизической причине, прослеживаемой сейчас к ложным богам, желавшим завладеть технологиями великих мастеров, с тем, чтобы командовать окружающими Землю нефизическими царствами. Эти боги произошли из других творений, где преобладали другие языки и технологии. Увы, эти языки не давали возможности командовать созидающим законом на Земле. Эти души применили жестокую тактику, чтобы в течение нескольких месяцев разрушить великих мастеров и заполучить для себя язык, которого они так желали. Увы, это привело в действие первое падение сознания человеческого вида, а позже, имевшая место жестокость, передалась в мировую мыслеформу, приводя к падению планетарного сознания самой Матери Земли и всех видов жизни на Земле. Призыв своих предков великих мастеров поможет вам в изучении того, как сознательно ткать свою грезу, является способом овладеть умением ткать таковую. Восхождение к полному сознанию приводит к такой цели, как выход за пределы кармы и смерти. Каким же образом посвященный преодолевает смертельную карму, не лишаясь при этом жизни? Что ж, это довольно трудно. Чтобы не дать манифестировать смерти, требуется большую часть времени суток отводить концентрации на вознесение и грезу, а также на факторы, несущие в жизнь ограничения из-за разрушительных реалий в текущем человеческом бессознательном. Для большинства восходящих людей этот путь неприемлем, но более чем вероятно, будет осуществлен через будущих, еще нерожденных предков. Поэтому, требование так пристально обращать внимание на свою ежедневную грезу, для посвященных людей на более низких уровнях менее необходимо, и не столь актуально. Здесь не затрагивается вопрос о жизни и смерти у тех, кто не овладевает верхними посвящениями в этой жизни. Ежедневно выражаемых несложных намерений, которые каждый хотел бы видеть исполняющимися в будущем, наряду с намерением высвобождать карму, что могла бы заблокировать манифестацию этой цели, достаточно для большинства восходящих к 3000, 6000 или 9000 единиц. Для тех, кто продвигается выше этого, сознательное ежедневное управление грезой, чтобы обеспечить отсутствие смертельного исхода, является наиболее важным из всего. Те, кто продолжает двигаться к этому уровню овладения, как правило, обладают необходимыми для работы ясновидческими и сверхчувственными способностями и талантами, иначе вообще не было бы никакой цели в том, чтобы разрешать им двигаться к следующему уровню восхождения. Впрочем, обладающие врожденным даром ясновидения могут просматривать процесс схождения грезы для любого сделанного намерения. Скажем, например, восходящий выразил намерение для новой работы и уделил время, чтобы составить список пунктов, описывающих характер новых возможностей в области трудоустройства. Можно наблюдать, как различные возможности получения работы спускаются по планам манифестации, разыгрывающиеся до конца на каждом уровне, пока работа не манифестируется на физическом плане.
Можно также наблюдать за другими, кто мог бы попытаться изъять вашу грезу в свою собственную жизнь, оставляя вас пустым, терпящим неудачу в том, чтобы проявить грезу на физический план. Поймите, что текущие человеческие отношения изобилуют манипуляциями грезой. Люди, одаренные в манипуляции грезой, наблюдают сходящие по планам реальности грезы других, и крадут те из них, которые желают для себя. Здесь необходимо осознать, что все это есть бессознательная предрасположенность, и те, кто это делают, не знают, что они крадут грезы у других. Однако те, которые по жизни имеют тенденцию легко манифестировать свои желания, по большей части являются искусными бессознательными манипуляторами грезы. Те же, которые манифестируют с большим трудом, как правило, лишаются своих грез, изымаемых манипуляторами. Отсюда понятно, почему опыт претворения грезы в жизнь – весьма редкое явление у людей этой природы. Что же делать, когда есть манипуляторы грезой? Можно выразить намерение к тому, чтобы всякий раз отслеживать, пропадает ли греза, которой вы выражали намерение, делая это во время медитации, когда настраиваетесь на планы сновидения. В том случае, если выраженная вчера или на прошлой неделе греза больше не проигрывается на планах манифестации, то вам необходимо будет выяснить, кто украл вашу грезу. Ну а затем высвобождать карму, имеющую отношение к передаче грез аналогичного характера к одному или большему числу предков этих лиц. Когда карма высвобождается, тогда и греза сможет быть переадресована назад в собственное поле, а затем уже более чем вероятно, что она манифестируется на физическом плане. Если никак не удается понять, что греза была украдена, восходящий человек может просто обратиться к внутреннему тестированию, или маятнику, с вопросом: все ли грезы, к которым я выразил намерение вчера, или на прошлой неделе, являются сегодня сходящими по планам сновидения к манифестации. Если ответ отрицательный, то нужно обратиться с вопросом: кто забрал мою грезу? Как только вы точно определите человека, можете выразить намерение высвобождать карму для манипуляции во всех вовлеченных предках. Тогда греза еще раз может быть переадресована назад в ваше собственное поле. И когда идет улаживание кармы через управление грезой, то это не только служит вознесению, но и делает возможным, чтобы большее количество грезы становилось явью манифестированных обстоятельств в непрерывном выражении жизни. Иногда манипуляторы грезы настолько хороши, что собирают карму и добавляют ее в ваше поле, чтобы стимулировать обмен. В том случае, когда греза завершает свое схождение по планам манифестации у другого человека, и тут выясняется, что не было никакой кармы, связанной с вашими предками, или между его предками и вашими, то вместо того, чтобы ее высвобождать, можно потребовать возвращения добавленной кармы ее подлинному хозяину, ибо высвободить карму другого не представляется возможным. Когда карма возвращена по адресу, тогда и грезу можно еще раз перенаправить на собственные планы сновидения. Путем биологического вознесения становится возможным захватывать на физический план все большее и большее количество грезы, приводящей к наполненному широкими возможностями жизненному опыту и выражению, а также к большей радости, свободе и отсутствию ограничений. Как и почему это происходит? Посредством биологического вознесения, восходящий человек начинает восстанавливать и заново ткать ДНК в более широко выраженное генеалогическое состояние бытия. Чем больше генов возвращается от поддерживавших более высокий уровень сознания предков, тем больше предписаний появляется для плетения эфирной энергетической решетки. Когда эфирная энергетическая решетка обретает большую целостность, отверстие,
в вашем недремлющем киноэкране заполняются, и на бессознательное вещается уже меньшее количество грезы, что ведет к более широким возможностям выражения в вашей текущей физической жизни. Когда эфирная энергетическая решетка ткется заново, клеточная структура формы восстанавливается. Восстановление более 12 единиц ДНК требует новой биохимии, которая известна как кристаллическая форма. Кристаллические клетки содержат в себе большее число солей, позволяющих клеткам регенерировать и восстанавливаться, а не отмирать каждые 7 лет и требовать себе замены. Кристаллическая клеточная структура – это оригинальная форма, которой обладали древние красные предки, знавшие продолжительность жизни в 2000 лет. Восхождение в эту клеточную структуру восстанавливает все из того, что при жизни стало подвергаться распаду, и идущее путем вознесения буквально поворачивает время вспять, обращая назад процесс старения и сжимания формы. Расширение происходит в результате возвращения формы здоровья, благодаря начальной клеточной структуре, которая больше по величине. Когда-то ваши древние предки достигали в росте более чем 3,5 метра. Кристаллическая клеточная структура поддерживала эту высоту, поскольку гравитация Земли была в то время гораздо слабее, и из дополнительных составляющих имела только магнитную. В настоящее время гравитация предусматривает не столько высокий рост, сколько разрастание формы в ширину. Это результат непрекращающегося напряжения на физическом плане у поверхности Земли, вследствие давления гравитации в данное историческое время. В свое время, гравитация существенно ослабеет, позволяя человеческой форме восстанавливать свои первоначальные габариты в будущих восходящих поколениях. Когда эфирное тело и форма расширяются, появляется больше пронизывающей тело энергии. Чем больше энергии перемещается сквозь форму, тем больше экран можно построить, чтобы принимать жизненную грезу. Как только это происходит, то, что однажды вещалось на бессознательные планы, становится теперь физической возможностью, чтобы испытать ее в реалиях жизни. По этой причине возносящиеся посвященные вполне могут обнаружить у себя тягу и способности к новым видам деятельности, которые доставят им радость, или могут предпочесть привнести в своей жизни множество изменений. Ибо теперь возможность плетения и проживания грезы делается возможной, с тем, чтобы захватывать жизненный сценарий, и затем создавать манифестацию на физическом плане. Как манифестировать намерения? Когда появляется желание манифестировать в своей жизни какой-нибудь предмет или опыт, Земля ведет посвященных к тому, чтобы не сосредотачиваться на деньгах, необходимых для манифестации, ибо Солнце не понимает идею денег, а потому концентрация приведет к неудавшейся грезе. Вместо этого, представляйте себя в центре обстоятельства, которое желаете проявить. Если вы желаете манифестировать вознесение, медитируйте в полной осознанности, не спите и не плавайте в энергиях, проводите внутреннюю аналитическую работу, интроспекцию своих внутренних и внешних реакций и проявлений, своих поступков, мыслей, эмоций, не отворачиваясь ни от каких проявлений внутренней и внешней реальности, внимательно наблюдая за ними, прощая и принимая их полностью. Выражайте намерение радости, счастья, изобилия, процветания, щедрости, благодати, благосостояния, благодарности, полного достатка, полной достаточности и полной самодостаточности, самообеспеченности, самовозобновляемости, саморегенеративности как для себя, так и для всех видов жизни на Земле. Такое намерение претворяет в жизнь достаточное количество средств, чтобы сделать все то, на что у вас есть соглашение.
Каждый, кто сейчас знакомится с данной информацией, может пожелать изучить опыт собственных предков в связи с утратой способности грезить и быть грезой. Если среди ваших родовых линий присутствуют родовые линии рабов Аннанук, существует естественная предрасположенность беспрекословно принимать любую предложенную грезу. Поэтому иногда посвящаемым легко забыть выразить намерение в отношении той грезы, которую хотели бы манифестировать, потому что просто привыкли принимать то, что происходит. Это столь распространено, что большинство людей не верят, что отвечает за все происходящее в их жизни, не говоря уже о мыслеформе жертвы и палача, которая, вероятно, является самой большой ложью, поскольку лишает человека силы изменить жизнь в более желаемом направлении. Высвободив карму принятия любой грезы, якобы данной Богом, или высшей расой существ, считавшихся богами, вы можете вновь управлять собственной грезой на Земле. Первый шаг – начать формировать свои намерения в связи с тем, что вы хотели бы манифестировать в своей жизни. Возможно, для этого также необходима внутренняя самооценка и выяснение того, что, наряду с вознесением, принесет вам радость и удовлетворение. Из-за приятия всего, что приходит, человек часто не знает, что могло бы принести ему радость, а что – нет. Поэтому прежде, чем начать грезить своей грезой, человек должен осознать, чего он хочет. Иногда и во многих ситуациях человек настолько наполнен чужой грезой, что знает только то, чего хочет другой. Данная информация обладает значимостью, ибо каждое овладение очередным уровнем все больше продвигает вас к цели становления грезящим, и самой грезой, через вознесение. Становление Творцом, грезящим и грезой, возможно, является самым большим даром вознесения для взрослой формы. Ибо в сознательном управлении грезой, человек больше не является жертвой обстоятельств, не имеющей ни возможности, ни способности измениться. Вместо этого, восходящий приходит к пониманию, что обладает полномочиями, чтобы выразить намерение к грезе, которую желает, и высвобождать карму, которая препятствовала бы осуществлению грезы так, как она рисуется в своих мыслях. Становление грезящим и грезой равносильно выходу за пределы догматической мыслеформы, основанной на жертве в человеческом виде. После того, как в предстоящие десятилетия большее число представителей человеческого вида владеет таким состоянием, чтобы следовать согласно ему, цивилизация оставит догматические методы и войдет в новую эру мира, сотрудничества и единства. Это есть та греза, которую Земля несет для человеческого вида. Земля надеется, что каждый найдет эти сведения полезными на своем личном пути вознесения. Вы являетесь грезящим, Творцом и грезой. Благодарим и благословляем всех, кто участвует в восхождении Земли и человечества.